Приветик, ребята! Сегодня пятница, и это значит, что пора начать нашу тренировку. И вот наш план сегодняшнего занятия. Для сегодняшней тренировки, опять же, нам понадобятся гантельки, фитбол, водичка и ваше хорошее настроение. Давайте начнем тренировку с разминки. Как обычно, сделав глубокий вдох, мы начинаем с шеи. Наклоны вперед, назад, стороны и кружочки. Отлично, в другую сторону. Молодцы. Теперь складываем руки в локтях и делаем круги локтями. В другую сторону. Теперь маленькие кружочки с согнутыми локтями. В другую сторону. И прямые руки. Делаем большие круги. В другую сторону. Молодцы. Тянем руку в сторону. Не сгибаем ее в локте. Другую. И складывая руки назад в замок, выставляем грудную клетку вперед. Хорошенько растягиваемся. Руки на пояс и делаем круги тазом. Хорошенько наклоняемся и крутим попой. В другую сторону. Отлично. Руки в замок, ставим их назад и вращаемся корпусом. Хорошо наклоняемся и назад, и вперед. В другую сторону. Отлично. Руки в замочек и давайте немножко поприседаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Разомнемся. Еще немножко для разогрева. Молодцы. Ноги ставим вместе и крутим круги коленками по часовой стрелке и против. Отлично. И разминаем голеностоп. В разные стороны крутим пяточкой. И другая нога. Молодцы. И поехали, начнем нашу тренировку. Немного перевели дыхание. И первое наше упражнение — это прыжки плие. Кардио упражнение. Здесь главное расставлять ноги пошире и садиться почти как в приседаниях плие. Только мы это делаем гораздо быстрее и плюс прыжок добавляем. Чуть поэнергичней. Садимся как можно глубже. Чем глубже вы присядете, тем больше будет эффект. Молодцы, остановились. На самом деле кажется со стороны, что это легко, но если делать это все правильно и в хорошем темпе, то попа и ноги начинают уже болеть.
Сделали глубокий вдох, немного отдохнули. И приступаем к нашей первой двойке упражнений. Для этого мне понадобится коврик. Ложимся на спину. И первое упражнение у нас будет на пресс. Руки за голову. Поднимаем ножки. Сгибаем их в угол 90 градусов. И начинаем наше скручивание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поясница у нас прижата. Когда поднимаемся, округляем немного спинку. Опять же, не тяните себя за шею. Вы всего лишь просто придерживаете свою голову, но никак не тяните голову. У вас из-за этого, в принципе, и болит всегда шея. Еще немножко. Молодцы, остановились. И теперь облокачиваем руки на коврик и поднимаем ноги вверх. Теперь мы задействуем нижний пресс. Не останавливаемся. Нужно сделать 10 раз. Отлично. Пресс хорошо почувствовался, правда? Встаем и переходим ко второму упражнению. А второе упражнение не очень легкое. Опять же, мы становимся на коленки, руки за голову. И теперь очень интересный момент такой. Здесь главное не запутаться. Пока мы отдыхаем, я вам расскажу. Мы делаем упражнение ступеньки со скручиванием. Я его так назвала, интересно. Значит, мы встаем на одну ногу, потом встаем вверх и делаем скручивание. Тут такой интересный момент. Когда мы встаем одной ногой, то мы скручиваемся в эту сторону, с которой мы стали ноги. Да, очень странно все звучит, и главное здесь просто понять саму суть упражнения. И когда мы возвращаемся ножкой, мы возвращаемся той ногой, с которой мы вставали. Но упражнение действительно очень эффективное, так что делайте его со мной правильно, и действительно вы почувствуете эффект. Еще один момент, когда мы встаем, до конца мы ноги не выпрямляем. Видите, мы делаем такой полуприсед, чтобы напряжение в ягодицах оставалось таким же явным. Еще немного осталось. Делаем до конца. Встали, скрутились, возвращаемся. Встали второй ножкой, скрутились и этой же возвращаемся. Отлично, молодцы. Передохнули немножко. И приступаем к прессу. Второй подходик. Легли. И поехали. 25 скручиваний и 10 подъемов ноги. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Остановились, положили ручки и поднимаем ноги. Раз, два, три, еще немного. 4,
5, 6, 7 и 8, 9 и последний раз 10. Положили ноги, отдыхаем. Молодцы. Уже жарковато становится. Немного передохнули и переходим обратно к нашему второму упражнению — ступеньки со скручиванием. Я уже устала, но продолжаем. Поехали. Раз, два, скрутились. Обратно. Вторая ножка. Раз, два, скрутились. Обратно той же ногой. Не забываем, что до конца мы не встаем. Ноги у нас полусогнутые, когда мы вверху. Что здесь работает? Когда мы встаем, еще один такой момент, мы делаем опор на пятку. Из-за этого у нас включается ягодица в целом. И плюс, это такая особенность этого упражнения, что здесь больше работает нижняя часть ягодичной мышцы, когда мы встаем и опираемся на пяточку. Когда мы скручиваемся в стороны, то работают косые мышцы пресса. Так что очень эффективное и разностороннее упражнение. Еще немножечко. Остановились, передохнули, сделали глубокий вдох, мы молодцы. Убираем пока коврик и переходим ко второму нашему кардио упражнению. И это такие удары в сторону ногой и рукой одновременно. Здесь важно поднять ногу как можно высоко, до параллели с полом постарайтесь. И рукой, видите, как можно сильнее выбивайте вперед. Выдох, вдох, выдох, вдох. Когда поднимаем ножку, тянем носочек и напрягаем всю ногу в целом. Посильнее, делайте движение почетче. И немножко еще. Остановились. Молодцы, передохнули. Глубокий вдох и выдох. Попейте водички, пару глотков. Переходим ко второй двоечке. Берем гантели в руки. Делаем небольшой наклончик и, сгибая руки в локтях, мы их выпрямляем. Здесь у нас работает трицепс. Очень хорошее и очень эффективное упражнение. Главное выполнять его правильно. Ваши локти и руки должны быть плотно прижаты к корпусу и двигаться только за счет разгибания в локтях. В принципе, вся суть этого упражнения. Выпрямляем ручку до конца. Выдох, вдох, выдох, вдох. Из-за того, что ножки у нас полусогнутые, заодно и прорабатываются бедра и ягодицы. Отлично. Отставили их в сторону. Немножко отдохнули. Насчет веса я хочу вам сказать, что я всегда подбираю вес до такого момента, чтобы я могла выполнять упражнения действительно тяжело, а не просто так мне давалось оно легко. Следующее упражнение у нас приседание с сжимом бицепса и выведениями гантелей в сторону.
Вот такое очень интересное, разнообразное упражнение. Приседание, в принципе, очень обычное, ничего тут интересного нет. Но когда мы садимся, мы, сгибая руки в локтях, жмем гантельки на бицепс. И когда мы встаем, мы их разводим в стороны. Здесь у нас получается за счет упражнения приседания мы прорабатываем бедра и ягодицы, как вы поняли. Когда жмем гантельки на бицепс, естественно, бицепс работает. И когда мы их разводим в стороны, у нас работают дельтовидные мышцы. Вот так вот. В принципе, работает практически все тело. Следим за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поднимаем гантели до конца. Отлично, отдохнули. Немножко можно потянуть руки, чтобы снять напряжение. Отлично. Глубокий вдох, выдох. И переходим обратно к нашему первому упражнению на трицепсы. Наклоняемся, берем гантельки и поехали. Всегда держите вашу спинку ровной. Это правило у всех упражнений, абсолютно такое. Отлично. Молодцы. Отдохнули. Потянули руки. И переходим к второму упражнению. Присели, согнули ручки, встали, вытянули их в стороны. 2, 3, 4, 5, 6, выдох, сели, 7, 8, 9, 10, еще, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давайте еще, кто сколько сможет. Отлично. Остановились, отдохнули. Подтянули мышцы, сняли напряжение. Глубокий вдох, выдох. Еще разочек. Перевели дыхание. И поехали. Наше следующее кардиоупражнение — бег в планке. Становимся в планку на вытянутые ручки.
Корпус не провисает, держим ровную линию и побежали. Сгибаем ноги в локтях, в коленях и бежим. Старайтесь выполнить как можно быстрее, тем не менее не меняйте технику. Техника у вас всегда должна быть самое важное в первую очередь. Пусть даже вы можете делать медленное упражнение, но правильно. Главное следить за техникой. Еще раз повторяюсь. Дыхание ровное. Остановились, потянулись. И встаем. Отдохнули. Лучше водичку пить после кардио упражнения, потому что мало ли булькать она у нас будет в животе, это не очень приятно. Пару глотков между подходиками после кардио упражнения самое оно. Воду должны пить все, и худеющие, и качающиеся, без разницы. Водичку нужно пить всегда. И переходим к нашему следующему упражнению. Для этого вам понадобится фитбол или же обычный пуфик, скамейка, все что угодно. Берем гантельку, между пальчиков ее засовываем и отводим ее назад. И выставляем перед лицом. Здесь очень важно держать ровную линию корпуса. Как видите, колени у меня согнуты в 90 градусов. Попа не провисает, держим ровную линию. И отводя руки назад, а отводим мы как можно сильнее, у нас тянутся грудные мышцы и спинные мышцы заодно. И выводя гантельку вперед, перед собой, мы делаем выдох. Очень эффективное упражнение. Не останавливаемся. Еще немного. И остановились. Аккуратненько встаем и переходим ко второму упражнению. Для этого, конечно, лучше подобрать фитбол или же просто делать подъемы корпуса лежа на коврике. Здесь мы делаем обычную гиперэкстенсию. Лучше всего положить мячик именно на тазовые кости, так вам будет легче подниматься. И поднимайтесь до того момента, когда у вас действительно почувствуются ваши спинные мышцы. Работаем на спинку. Держим равновесие. Отлично. Возвращаемся к упражнению на грудь. Берем гантельку. Облокачиваемся на фитбол. Кладем верхнюю часть спины на фитбол, чтобы было удобно поднимать и опускать гантель. Подняли таз, коленки ровные и поехали. 2, 3, 4, 5, 6,
Подальше заводим гантель. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, еще немного, 22, 23, 24 и 25. Остановились, медленно встаем и переходим к нашей гиперэкстензии. Немножечко отдохнули. Размялись. И поехали. Облокачиваемся на мячик. Упираемся ногами в стенку, в шкаф, в кресло, все что угодно, чтобы держать равновесие. Ножки можете расставить пошире, так удобнее будет держать равновесие, чтобы не упасть. И поднимаем корпус. Руки можете поставить за голову, перед собой, как вам больше нравится. Чем выше находятся руки, тем тяжелее подниматься. И отлично. На самом деле очень эффективное упражнение на спину. И поехали наше следующее кардиоупражнение, это прыжки на месте. Если вначале мы делали прыжки плие, здесь мы расставляем ножки поуже и не так сильно приседаем. Делаем все гораздо быстрее. Побыстрее. Еще немного. И остановились. Отдышались. Сделали глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох и глубокий выдох. Попили водички. Ну что, мы отлично поработали. Давайте теперь сделаем заминку. Снимем напряжение с шеи, потянем ее в сторону, другую, тянемся вперед, слишком сильно не давите, просто чтобы почувствовать расслабление. Руки в замочек, тянем грудную клетку вперед, лопатки собраны. И тянем руки наверх. Рука в сторону. И другая. Растягиваем, выворачиваем ладонь и растягиваем бицепс. Теперь, поставляя ножки пошире, наклоняем корпус.
Стараемся не сгибать колено. Сделали глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. Наклоняемся как можно ниже, тянемся к каждой ноге. Кто настолько может, настолько и тянется. Чем эффективнее вы сделаете растяжку, не проигнорируйте ее, тем быстрее у вас восстановится вся мышечная система и не будет особой крепатуры какой-то. Теперь растягиваем переднюю поверхность бедра и заднюю. Наклоняемся, тянем носочек к себе. И согнув колено, тянем к себе его. Молодцы. Делаем косой выпад. Растягиваем внутреннюю поверхность. Можно держаться за стенку, чтобы не потерять равновесие. Носочек смотрит вверх. И пульсирующими движениями тянемся. На другую ногу. Отлично. Сделали вдох. Теперь делаем выпад на одну ногу. Коленка прямое, вторая нога вытянута. Оставляем колено и подтягиваем ногу к себе. Отлично. Встаем и делаем выпад на другую ножку. Опустили колено и подтянули ножку к себе. Отлично. Встаем. Сделали глубокий вдох, выдох. Спасибо вам за тренировку. Теперь встретимся на следующей неделе в понедельник. Жду вас на моем канале. Всем удачи. Пока.